так вышло, что вы гитарный мастер, который уже 20 лет занимается ремонтом и созданием гитар, увлекся таким необычным инструментом? Мне, на самом деле, всегда очень хотелось играть на виолончели. С детства. Но не задалось. В детстве меня учили пианино, потом я сам учился гитаре. И вот как-то вот виолончель не втиснулась. Гитара, слава богу, такой инструмент, который могут на улице научить, что, собственно, и было. А с академическими инструментами все сложнее. Нужно пройти долгий путь такой посвящения в классические музыканты. Там, тебе сначала маленькую выдадут, потом ты вот растешь и мучаешь соседей пропорционально размеру своего инструмента. Вот. И я все, как-то вот, знаете, бывает такое, то есть в голове держится какая-то идея, и она потихонечку какие-то ищутся для нее, возможности. И, естественно, я серфил в интернете, а что вообще бывает. Вот я узнал про виолу да гамба. Так. Только вот тогда. Смотрю, какая интересная штука, значит. 6 или 7 струн, то есть классический гитарный практически строй. То есть инструмент существовал и был прототипом современной группы, значит, всех струнных оркестровых инструментов. Дальше. И каким-то образом я вышел вот на арпеджионе. Удивился. Думаю, какая прикольная штука. Промежутка времени примерно началась идея конструирования этого инструмента? Сейчас скажу. Наверное, это был 14 или 15 год. Я, по сути, изобрел этот инструмент для себя. Вот второй раз. Я его сделал, и потом, только через уже некоторое время, мне попали в руки чертежи исторического инструмента, который хранится в Берлинском музее. То есть интуитивно вы были близки, получается? На самом деле музыкальный инструмент любой, он имеет определенную архитектуру, он имеет определенную логику. Если мы понимаем, что у нас длина струны определенная, где должна находиться подставка относительно корпуса, то есть это нам дает определенные пропорции инструмента в целом. Павел, а на этом инструменте можно играть только смычком или пальцами тоже можно? И так. То есть инструмент на самом деле полностью универсальный, он находится на стыке скрипичной, смычковой группы инструментов и щипковых. Потому что у нас есть и лады, то есть у нас есть весь равномерно темперированный строй, у нас есть совершенно четкие аккорды. Как на гитаре, собственно. Да. Все то же самое. Вот. Универсально. Количество ладов. То есть всю гитарную музыку, которая существует для классической, для любой гитары на самом деле. То есть все, что можно играть на гитаре пальцами, все можно играть здесь. И, соответственно, вся, как говорится, смычковая техника. Вот. Поэтому инструмент два в одном. А самое главное, что любой гитарист может сделать шаг в сторону виолончельного, протяжного звучания. У нас левая рука привычная. Нужно только овладеть правой рукой. Вот.
история этого инструмента, она какая-то, она действительно очень интересная. То есть могло бы случиться так, что в современном мире все бы знали этот инструмент. Но не случилось. Ага. В Вене работал гитарный скрипичный мастер Иоганн Штауфер. Это вообще легендарная личность была. На самом деле, вот в скрипичном мире Страдивари, Амати и прочие родоначальники целой группы. Так вот, в гитарах такой человек тоже был. И это был именно Штауфер. Он был изобретателем. И современное представление о гитаре на самом деле принадлежит именно ему. Вот этот вот вид гитары, вот этот вот вид, он на самом деле создал всю современную гитару. Но сам мастер был слишком творческим человеком. У него был ученик. И ученика звали Кристиан Фредерик Мартин. Что-то знакомое. Правильно. Мартин. Гитарный мастер немецкого происхождения. И он был учеником Штауфера. Когда он уехал в Соединенные Штаты, эмигрировал, он открыл свою мастерскую, и со временем это переросло в музыкальное гитарное производство. И вот... Весьма успешно. И вот первая модель Мартин и Компани. Здорово. Понимаете, да? Да. И... идентично. Да, это совершенно одно и то же. То есть, если бы... Просто Мартину были интереснее делать гитары. Но если бы он взял, например, ему было бы интереснее делать арпеджионе, то сейчас была бы всемирно известная фирма Мартин и Компани, которая выпускала бы арпеджионе. Вот это некая ирония. И во дворах сидели бы и играли. И во дворах играли бы, да. С названием этого инструмента неразрывно связаны три имени. Собственно, Иоганн Штауфер, Франц Шуберт и Винсент Шустер. Франц Шуберт, понятно, это имя, которое известно всем, и это всем и каждому. Мало кто знает, что Шуберт был прекрасным гитаристом. Вот. И он очень любил гитару и считал, что даже вот есть цитата, что гитара – это прекрасный и мало кому понятный инструмент. Значит, Винсент Шустер – это гитарист-виртуоз, гитарный преподаватель того времени, экспериментатор, новатор. То есть, по всей видимости, для него был сделан первый экспериментальный инструмент. Шуберт написал для этого инструмента сонату. Название арпеджионе, откуда оно вообще взялось? Из того, что можно на этом инструменте играть арпеджио. Очень легко. В любых аккордах. Вообще арпеджионе оно приклеилось к этому инструменту благодаря Шуберту, потому что соната называется «Соната для арпеджионе и фортепиано». Он его так называл. Человек, для которого был сделан инструмент, называл его просто гитара-виолончель.
И пособие, которое выпустил Шустер, называется «Пособие для гитары и виолончели». Не было там никакого... Простым языком. А сам Штауфер называл инструмент «Гитар де Амур», «Гитара любви». Ух ты. То есть, вот, ну, она же очень лиричная. Какое-то время инструмент был популярен, был интересен. Мгм. Потом как-то потихонечку сошло, популярность инструмента сошла на нет. Мгм. По многим причинам. Шуберт недолго прожил после этого. То есть через 5 лет после этого события его не стало. Мгм. У самого мастера начались проблемы финансовые. Он закончил свою жизнь вообще в доме скорби, то есть в богадельне. В общем, то есть у него мастерскую отобрали просто за долги. Мгм. Вот. Не хватило инструментов, не хватило композиторов, которые бы написали для этого инструмента что-то еще такое, ну, может быть, простое. Мгм. Вот сейчас интерес к подобным инструментам прямо растет с каждым днем. Скрипичное звучание, Мгм. протяжное звучание инструмента – это же вся рок-музыка, по сути. Мгм. Это попытка сыграть на гитаре звуком скрипки. Вот она, современная музыка. Я считаю, что этот инструмент нужен. Он нужен композиторам, кинокомпозиторам, например. Да? Он нужен музыкантам-экспериментаторам, которые Также находятся в поиске. находятся звука в себя, поиске звука, да. инструмента. Потому что, в принципе, вот на этом инструменте можно записать практически весь струнный, например, квартет. Причем, Да. причем если человек не играет ни на виолончели, ни на ну, композитор. Да? Как правило, гитаристы, допустим. Да, он на гитаре владеет, допустим, записать струнную партию, Мгм. понимая, как устроена струнная партия. Не сэмплами, да, а живым инструментом. Это ценно. Это слышно сразу. Слышно, когда живой инструмент записан. Конечно. Вот. Павел, а как вы думаете, вот я человек, который уже довольно давно играет на гитаре, но человек, который ни разу не брал в руки виолончель, сможет сходу сыграть что-нибудь на арпеджионе? Сейчас мы это и проверим. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Держите. Так, Так, сначала, ага. наверное, мне нужно понять, как мне ее правильно взять. Значит, держится она вот как бы то есть без напряжения, но она должна найти себе место вот просто между, Мгм. как это называется? Как же называется? Лодыжки? Так. Как-то. Немножко повыше, наверное, все-таки. Ага, вот так вот. Мгм.
Ну что, попробуем смычком? Давайте усложним задачу. Усложним задачу. Так. Так, в общем, 4 пальца. Снизу, а этот посередине, как бы, Вот так. да, между этими двумя. Пониже. Да. Вот так, да? Да. Я попробую сыграть «Маленькая елочка холодной зимой». Отлично. Сложно. Сложно. Знаете что, я вам должен сказать, что у вас получается гораздо лучше, чем получалось первый раз у меня. Серьезно? Серьезно, на полном серьезе. Потому что сейчас инструмент, то есть есть конфигурация, есть уже понятно, какие струны, какой смычок, какая канифоль. А у меня, когда я это все собрал, все было не то. Угу. И я думал, то ли это у меня руки, как это сказать, слегка не оттуда это, произрастающие, либо, в общем, что-то не то. Вот. Поэтому у вас получается гораздо лучше. Ух ты. То есть звук есть? Есть. Есть. Ну, а Даже дальше что-то уже вроде бы узнаваемо. даже мелодия узнаваема. Знаете, что я понял, вот когда на этом инструменте начал учиться, что вот на гитаре можно играть практически в любом состоянии. Ну, берешь и, в принципе, играется. Угу. А здесь, к сожалению, так не получается. То есть, если вот как-то не в настроении, то ничего не сыграть. Не играется. Звука нет. Ну, видимо, ближе как-то связь, что ли, инструмента с играющим человеком. Да, да. С эмоциональным состоянием играющего, да, совершенно точно. Он довольно тонкий, то есть тонко чувствующий, что ли, инструмент. Да, да. Я 20 лет искал свой инструмент. Да. То есть изготавливая одно, второе, третье, там, и гитары разные, там, и прочие, электро, и акустики, и, вот. И по прошествии вот 20 лет, да, я могу сказать, что я близок к тому, что нашел свой инструмент. Но еще не идеал. От этого двигаться к идеалу. Угу. То есть вот в той тех инструментах, которые мы сейчас закладываем в работу, тех инструментах, которые будут делаться, есть шанс стать идеальными. Мы будем единственным производством в мире мелкосерийным, который выпускает эти инструменты. То есть в планах именно выпускать Да. серии? Да, да, Мгм. да. То есть сейчас уже в разработке и в процессе изготовления первая партия инструментов, которые будут как бы базироваться на исторических чертежах, но при этом быть такими, как будто бы 200 лет эти инструменты развивались. Угу. То есть ведь гитара от того представления, которое было 200 лет назад, претерпела, скажем, довольно много изменений. Также и я смотрю на этот инструмент и думаю, а каким бы он мог быть? Как сделать так, чтобы инструмент был актуален современному музыканту? То есть удобный, строящий, там, звучный, там, чтобы звук можно было записать. Все вот эти вот вещи. Самое главное вот что. Мы не завязаны на скрипичном консерватизме.
ни один там скрипичный мастер или виолончельный не будет пытаться делать инструмент из другого материала или менять какие-то вещи там конструктивные, там делать корпус, пытаться там тоньше, толще. Есть определенные каноны, в рамках которых они делают. Им нужно добиться идеального звука в рамках конструкции, которая существует. У меня нет такой задачи. У меня задача как раз экспериментаторская. Поэтому это будут и разные материалы, и какие-то конструктивные отхождения там, в рамках формы, там, может быть. То есть я буду брать из гитары. Из того, что за эти 200 лет произошло в гитаре. Там, двойная дека, например, там, да, там, рама, которая внутри там, то, что делают. Там еще что-то. Какие-то вещи, которые я считаю, что они бы дали звуку дополнительные преимущества. Вот. Возможно, мы даже что-то сделаем полезное для скрипичного мира. Может быть, и какие-то вещи из тех, которые мы найдем здесь, да, и они понравятся слушателю. Может быть, они со временем могут развить и дать какую-то новую жизнь, может быть, и классическим инструментам. Кто знает. Так что будем двигаться. Да, я желаю вам удачи от всего сердца. Спасибо. Верю в вас. Знаете, я сам в себя верю. Это очень важно.